Привет из Беларуси. Я опять в своей теплице. Сегодня тепло у нас, солнечно. И очень жаль, конечно, расставаться, но бегонию придется вот так лишить всей ее красоты. Это у меня уже последние бегонии, которые еще не укладываются спать. Сорт Illumination этого года посева. То есть это однолетка. Вот сеянец. Ну, поздно зацвел, был не продан, пересажен в объем 2,5. Хорошо тоже себя показал. Ой, смотрите, какие цветы красивые. Но ему пора укладываться. Уже ноябрь, начало ноября. Все остальные бегони мои уже заснули. Видите, вот поотваливалось все. Это значит, что клубень уже можно выкопать. Те бегони, которые у вас не собираются спать, вот как моя, мы их укладываем насильно. Почему? Если у вас есть возможность передержать на подоконнике сеянец первого года, если у вас он поздний сеянец, маленький, то да, надо передержать. Но мои сеянцы, они уже ему около года, чуть меньше, потому что посев 25 ноября был прошлого года. И уже клубень там образовался, я за это не волнуюсь, уже проверено годами. Поэтому я вот так безжалостно все обрываю и оставляю еще, пока будет более-менее тепло в теплице. Даже если ночью на улице у нас там 6-8 градусов, то вполне для такой вот бегонии без листьев можно еще постоять. Буду ждать, пока не отвалится все, и выкопаю клубень. То же самое я проделываю вот с этой бегонией. Если сеянцы у вас вот первого года, растения первого года у вас небольшие, то и клубень может и не образоваться, или может быть слишком маленький для того, чтобы перезимовать. Именно для того, чтобы нарастить клубни, я всегда пересаживаю такие растения молодые в большой объем. Вообще, это иллюзия, что бегонии не нужен большой объем. Ну, что считать большим объемом? 2,5 литра для растения – это небольшой объем, это нормальный объем. Но если вы оставите, допустим, такое растение в объеме 500 миллилитров или 1 литр, то и клубень будет маленький. Бегония очень чувствует, можно ли ей наращивать или нельзя. Когда у нее есть объем, есть куда расти, то и клубню тоже. И еще один способ для того, чтобы клубень был побольше, это именно охлаждение, меньше 14 градусов. Тогда все питательные вещества поступают именно к клубню и перестают закладываться для последующего цветения. Вот я поэтому и оставляю в теплице, охлаждаю. Здесь у меня не бывает пока таких холодов. И вот до ноября они у меня здесь и стоят. И поэтому клубни получаются довольно неплохие и перезимовывают. Сейчас мы с вами возьмем один из горшков и посмотрим, что у нас там есть. Видите, все отвалилось. Тоже была насильно уложена спать. Это бегония. Вот где-то дней 10 назад я ее обрезала. Можно просто обломать, оставив пеньки сантиметров по 5-6. И все, и она, видите, и не поливаем ни в коем случае. Все, мы ей даем команду спать. Ага. Думаете, так просто ее достать? Ну, все равно ж мы ее достанем, как бы она не хотела. Это растение уже не молодое. Видите, какая корневая, хорошая, все заплело. Объем где-то был 4 литра. Видите, то есть для бегонии все-таки объем тоже важен. Да для любого растения. Редко найдется то, кто будет вам сезон в маленьком объеме пышно расти и цвести. И при том, что подкормки тоже были у меня практически каждую неделю, ну, до сентября. В сентябре я уже бегонии не подкармливаю. Вот так мы все разбираем, все корни отрываем. При том, что вот этот грунт, да, старый, я его никогда не выбрасываю. У меня есть компостная куча сделана. Я всегда все старые грунты из горшков туда отправляю на переработку. И потом получается замечательное удобрение, натуральный компост, который можно использовать опять-таки для посадки в горшки в следующем году. Можно добавлять половина компоста и половина
такой покупной земли, но не для бегонии. Еще раз, бегонию лучше всего посадить в покупную, довольно бедную почву. Она не любит излишних солей, излишнего питания. Но для других растений, особенно для многолетников, вот в горшки, да, для петунии, вот для всяких таких растений очень хорошо добавлять компост. Ну и, конечно, огород, сад, цветники, они от компоста не откажутся. Ну вот видите, что получилось. Вот такой большущий клубень. Вот, теперь что я делаю? Я беру вот такой горшок. Люблю не пластиковый брать, а именно вот из глины горшок. И засыпаем свежей почвой, покупной, укладываем клубни слоями. Давайте еще посмотрим. Вот у меня тоже бегония этого года посева, сорт Non-Stop, объем 1 литр. Их было много, поэтому я не пересаживала, поздно они у меня зацвели. Около года клубням, меньше немножко, 25 ноября, сегодня у нас с вами 7 ноября. Вот такой клубень образуется, смотрите. Вполне нормальный для перезимовки клубень. Давайте тут найдем. Здесь поменьше будет. Но опять-таки обязательно охлаждение. Охлаждение бегонии. Это один из приемов, запомните. Желательно, конечно, в диапазоне температур от плюс 8 до 14. Ну уж тут как получится, если там пару ночей будет и меньше, ничего страшного, бегония это переживет. Это довольно такое крепкое и устойчивое растение, как оказалось. Тоже, видите, хороший клубень. Но это объем хоть и небольшой, но Non-Stop все-таки не такое мощное растение, как Illumination. И вполне хватило. А вот здесь, наверное, поменьше. Ну, тоже клубень. Видите, даже еще оболочкой не покрылся. Вот такой. Я свои клубни закладываю на хранение, не обрабатывая, потому что во время роста я практически ежемесячно использую фунгицид для почвы Привикур Energy. Можно использовать другие какие-то фунгициды, и фундазол, и Максим для пролива почвы. Вообще препарат Максим, если вы ничем не обрабатывали свои клубни, вы можете использовать при обработке их как для закладки на хранение, так и после того, как достанете их уже для проращивания, потому что вы знаете, что бегонии склонны к корневым гнилям, и нам нужно их предупредить, а для этого лучше всего их обработать. Вот еще одна бегония, это тоже Illumination. Она у нас улеглась пораньше. Illumination и побольше вырастают, но тоже хорошие, вполне клубни, подготовленные уже для зимовки. Ну, вот такой вот клубень, видите. Но это, я повторю, практически год проходит. Если у вас поздний посев, допустим, такой поздней весной вы посеяли, и ваша бегония сейчас только зацветает, и она еще вся такая зеленая, то, конечно, лучше всего ее забрать на подоконник, передержать как комнатная. Для хорошего роста, конечно, тут нужна досветка, подсветка, но уж тут как у вас получается с условиями. Обязательно ли бегонию вытряхивать из горшка? Не обязательно. Я так делаю, потому что у меня их много, клубней, и как бы хранить в горшках, ну, места нету столько. Вот. А если у вас там горшков 2-3, ну даже 5, и у вас есть место, то вот это делать не обязательно. Вы можете прямо в горшке свой клубень поставить, изредка поливать его, но не заливать, а именно поддерживать влажность. Видите, уже около месяца бегония не поливается, но если вы вот так возьметесь за грунт, вы почувствуете, что он все равно еще влажный. Так вот, такую умеренную влажность и нужно поддерживать. Для этого такой слегка, да, такой легкий полив
для поддержания влажности где-то раз в 3 недели, в месяц. И все, больше никакого ухода не требуется. Прохладное, темное место. Если такое есть у вас, значит, вполне можете поставить свои горшки с бегонией туда. Это у меня половинка клубня. Так она, видите, и растет половинкой. Ну, хорошо растет, хорошо цветет, так что уж нам на нее обижаться. Вот так делится, размножается бегония клубнями. Берется клубень. Когда он по весне прорастет, то делится пополам, чтобы на каждой половинке оставались росточки. Тогда она у вас точно сохранится, и вы будете с 2 бегониями, а не с одной. Гибридную бегонию я забрала уже в дом, в тепло. Как видите, разные сорта ведут себя по-разному. Вот это Sweet Spice English Rose. Она, в общем, выглядит неплохо. Забрала и свою вечно цветущую махровую тоже. Пока вот выглядят они так. Ну, а там будем с вами смотреть. Так что заходите на канал, смотрите видео. Если нравится, подписывайтесь. Ну, а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.